детстве Анжела всегда боялась засыпать одна. Ей казалось, что из-под кровати может появиться нечто ужасающее, какое-нибудь длинное щупальце, которое обовьется вокруг ее ноги и утащит далеко-далеко. Поэтому бабушка всегда рассказывала ей на ночь истории, чтобы Анжела скорее заснула. Вот только бабушка была настолько стара, что порой путала реальность с вымыслом, и от этого ее рассказы вовсе не были похожи на те, что печатались в детских книжках. Со временем безобидные сказки о поросятах и волке или о красной шапочке, либо даже о Золушке, потерявшей туфельку, обрастали кошмарными подробностями. Она рассказывала о вервольфах, что рыщут в лесу, О феях, похищающих у детей вместо зубов годы их жизни. о морских чудищах, что вылезают из воды, забредают в дома и прячутся под кроватями. Но самыми пугающими были истории о вурдалаках, которые любили полакомиться кровью. Анжела очень их боялась. Но однажды бабушка, рассказывая очередную страшилку, словно впала в транс и выдала нечто наподобие пророчества. Твоя судьба — старый заброшенный дом, полный призраков. Его хозяйка, твоя хозяйка, она не умерла. О нет, внученька, но и не жива. Ты тоже станешь неживой и будешь служить ей во тьме. Потом бабушка вновь стала нормальной и спросила: «Что же ты не засыпаешь, внученька?» Анжела не догадывалась, что именно сейчас пришло время, когда страшное пророчество готово было исполниться. Всем привет! Привет! Вы на канале Не без разницы, и с вами Лёша. И Стас. И мы наконец-то вернулись к нашему проекту, к нашему челленджу «Заброшенный дом». Долго мы к нему возвращались, долго шли. Так, а у нас тут Винс хотел в мусор выкинуть, и почему-то кинул его на пол. потому что тут везде можно кинуть мусор. Ну как вам история про нашу Анжелу, да? Ух, настоящая леденящая душу история приключений Анжелы. Да, бабушка, конечно, такие сказки ей рассказывала интересные. Бедняжка, только вот она не догадывается, что она в этом самом доме оказалась. Наверное, ее смутило то, что она будет прислуживать какой-то хозяйке, а в этом доме хозяин. И, наверное, она... Не понимает пока. Да, не сопоставила все, что тут происходит. Вот она пошла. На работу пошла, наш космонавтом у нас работает. Да. Полетела на работу. Я думаю, когда они вот вместе с Катриной, вот этой хмурой подругой Винса, его соседкой, с которой он познакомился, Да. решили приехать к нему погостить ненадолго, я думаю, она не догадывалась, что этот дом такой вот весь из себя заброшенный, не понять какой, и еще и полон призраков. Затащила ее сюда Катрина. Почему он идет на 3-й этаж? Он, наверное, хочет встретиться с тем самым призраком, который на чердаке живет. Мало было. А она А тут ты стоит. что тут делаешь? Стоит. Интересно. Так, а возвращались мы к нашему челленджу «Заброшенный дом» долго, потому что мы очень сильно увлеклись нашей семьей искателей приключений, которая у нас въехала сейчас в нашем проекте «Построй свой город». Пока разрабатывали историю, пока снимали видео и кат-сценки, в общем, мы прям окунулись в эту историю, связанную с искателями приключений, с головой. Да и не только построить свой город. Много чего еще как-то отвлекало. Казалось бы, лето, время для отдыха и наслаждения. А нет, что-то как-то вот много всяких дел, работы, каких-то событий. Но наконец-то мы добрались до нашего ужасающего дома. Я по нему, честно говоря, даже соскучился, потому что «Построй свой город» — это такая очень уютная, дружелюбная какая-то там атмосфера со своими историями. А тут-то что? Тут кошмар происходит. Да. Давай посмотрим, что у нас с потребностями у Винса. Питание. Во-первых, он хочет поесть, у него низкая бодрость, потому что в прошлой серии мы всю ночь смотрели, что здесь происходит в этом доме, но мы ему приобрели для этого специально замену сна. Пусть он это выпьет сейчас. Ох, как мне иногда не хватает такого зелья. Впереди у Винса дел очень-очень много. Куда ты все идешь? Это все Катрина хочет с ним поболтать, но никак не может спуститься с чердака.
Так, слушай, а давай-ка Винсу купим холодильник. Нам как раз в комментариях писали, что есть специальные холодильники, которые работают на участках без удобств. Пока у нас будет такая общая зона, и холодильник, и плита, и тумба, все это в гостиной. Что, нам холодильник может предложить только Смотри, салат, сыр и фруктовый салат? Кстати, уже хоть какой-то прогресс. Винс может готовить еду прям дома? Прям на плите Прям и дома? прям с холодильником, да. Так что это очень даже хорошо. Что-то он напряженный. Что с ним происходит? А теперь он внимательный. Ну ладно, хорошо. Настроение у него, конечно, меняется здесь вообще. Так, ну посмотрим. Сейчас он приготовит себе еду, потому что ему нужно тоже увеличивать и повышать свой уровень кулинарии, чтобы мы Ему могли надо уже вообще все кухню. уровни повышать. Я даже не знаю, какой уровень ему не надо повышать. Лучше мне скажи, что ему не надо повышать. Ему надо и юмор повышать, и кулинарию, Нет, подожди. и... Комедию он уже у себя развил достаточно. Мы же уже начали расчищать До гостиную. какого уровня он ее... До 5-го. Да, всего лишь до 5-го. Там, насколько я помню, по правилам челленджа, там каждый уровень надо до 100 какого-то аж До 5-го. довести. До 5-го достаточно. Потому что вообще очень-очень ему много еще предстоит. Винс, и потом руками в салат. Ну что за безобразие? Но зато как приятно посидеть за своим столом. В этой более-менее отделанной уже комнате. Ну, не совсем, конечно, но все равно По сравнению расчищенной. с тем, что было, это, мне кажется, просто королевский дворец. Вот и Катрина пришла. Катрина, ты хоть тоже взяла бы тарелку и поела? Катрина, ты хоть бы на работу, может быть, пошла. Вон твоя подружка Анжела. Анжела. Пошла на работу. Катрина у нас, видимо, не работающая. Ну ладно, поболтали немножко и хватит, потому что Винсу некогда здесь сидеть, разговаривать и заниматься не понять чем. У него очень много дел. Знаешь, когда в этом доме день, не так напряженно. Потому что вроде как все и хорошо. Кстати, надо навестить наших вот клубочков. Я даже, честно говоря, подзабыл, как их зовут. Какие у них имена? У нас только один призрак был. А остальные Призрак. просто клубки пыли. Да, давай их покормим всех. Да, и надо их отправить. Может быть, они нам что-нибудь найдут хорошее. Для цунами из челленджа «Построй свой город» они находили, в принципе, неплохие какие-то штучки. Находили. Может, и Винсу они принесут какую-нибудь монетку. А смотри, какая сегодня солнечная погода. Да, погода хорошая. Да, наконец-то сегодня солнечно, потому что здесь обычно очень хмуро. Вот. Поэтому Винсу можно поехать немного прокатиться по району на велосипеде, чтобы как раз-таки поднять свой уровень в навыке фитнеса. Ему же фитнес тоже надо Фитнес развивать. ему для чего? Для кухни или для коридора нужен? Я что-то подзабыл. Фитнес ему в первую очередь нужен для того, чтобы он мог вообще выезжать хоть куда-то в город. Потому что без навыка фитнеса он этого делать по нашему челленджу не может. Ну что, ищут у нас клубки пыли что-нибудь? Ни с чем возвращается. Очевидно, И что даже он не пытался что-то найти. Как наступить. это вообще? Не надо на них наступать. Мне всё Они равно- все в плохом настроении и ничего не находят. Вот один нашел, смотри, фрукт, Кровавый плод. Ой, а мне нравится название, надо его посадить. Ты думаешь? У нас тут как раз такая на чердаке живет, которая кровью питается. Вот для нее. А кстати, раз она питается человеческой кровью, надо Может, будет. и яблочко такое подойдет, и Да, она да. угомонится и не будет Кормите. нас терроризировать. Будем кормить ее ягодами кровавыми. А посмотри с нашим садом, что он уже начинает цвести. Вот какое растение у нас вылезает с иголками. Это кактус называется, растение с иголками. Мне сдается, что это называется кактус. А мне сдается, что это несколько иное растение. А мне вот кажется, что все-таки кактус. У меня, кстати, есть два любимых растения с Роза. иголками. Я вообще-то говорил про элеутерокок и оралию манжурскую. А, оралия на даче растет. Да, а что оралия, что элеутерокок, они из семейства оралиевых. Ух ты!
Слушайте, ну о чем еще летом разговаривать, кроме как не о Не о растениях, о растениях. саженцах, да, это же все-таки летняя пора. Ну и тем более, пока Винс у нас занимается садоводством. Да, так что навеяло вот это вот все. А к Пугалу он так и не может, да, пройти? Нет, к Пугалу пока пройти не получается. Надо нам расчищать сад, А что нам надо сделать, чтобы расчищать сад? а достичь 5-го уровня в навыке садоводства. Так чего же мы ждем? Так вот, он сейчас садоводством как раз и занимался. Давай посмотрим, на каком уровне у него этот навык. На 3-м уже. А, кстати, неплохо. Вот, уже потихоньку Знаешь, я вот начинает хочу вот развивать. эту ржавую машину отсюда убрать. Да и вообще много чего. Слушай, Винс уезжает из дома, Анжела отправилась на работу, и Катрина остается в доме одна. Вот не страшно ей, интересно, сидит она играет в шахматы? Ну, у нее вид такой, знаешь, непринужденный, по-моему, у нее все хорошо. Ну, учитывая, как в первый свой день пребывания в этом доме она устроила тут драку, наверное, она может за себя постоять. В целом, да, наверняка ее не остановит даже то чудище, которое живет на 3-м этаже. Ну что, по-моему, Винс покатался вполне себе неплохо. Что называется, Посмотри-ка, на славу. 4-й уровень уже навыка фитнеса. Ну, время, конечно, уже 7 часов, надо возвращаться бы домой. Вот это безмятежная жизнь, несмотря на то, что столько всего надо делать по дому. Катаешься весь день на велосипеде и ничего. Слушай, а поскольку у Винса гигиена падает сейчас, ему в любом случае идти в душ. Может быть, следует заглянуть в нашу сокровищницу и что-нибудь там поискать? Слушай, он прям наехал на клубок пыли. Вот я тебе и хотел только что сказать. Ты посмотри просто, ну как так можно? Ничего страшного. Что, теперь Винсу начинает... Паника какая-то у него, да. Ну, я и говорю, стемнело, и, соответственно, уже наступает какой-то такой страх. Нашел краску. И все, больше ничего нет. Ой, как скучно. Вот катались мы, конечно, но надо все равно ехать за водой. Потому что душ Винс может принять пока только быстрый. Это досадно. А сколько у нас время? О, уже 9 вечера. Да, время уже позднее. Вот, и достал велосипед. Ну вот это что такое? Воду он взял? Воду взял. Угу. Ну что, она здесь. Что это Внезапно такое? вы чувствуете присутствие мощного злого духа. Здесь живет много духов, но этот отличается от других. Сейчас самое время предаваться панике. Не совсем хорошо, я бы сказал. Совсем нехорошо. Осторожно, она здесь. А кто она-то? Мы ее А увидим. где она? Может, она нас в доме уже ждет? Ну, наверняка. А вот стоят уже здесь призраки возле дома. А, да, уже собрались. Это вот про нее он говорил. Это вот она здесь? Темперанция. Винс как вежливый человек Как и джентльмен. воспитанный. Сейчас с ней вежливо поздоровается. А это наш Гидри пришел. Очень сердитая. Очень сердитая. А смотри, с ней сразу выходит действие хвалить образ жизни вампиров, восторгаться вампирами. А мы хотим с ней обсуждать вампиров? Может быть, нам все-таки надо отправить Винса... Вот, посмотри, ей не понравилось, что она... Ну... Винс В в общем. ужасе. Поблизости от темперанции. Вторглась во владение. Может, Гидри знает, что делать? Смотри-ка, может быть, правда. Надо у него спросить. С ним можно даже поговорить. Вот какие у него выходят действия. Давай-ка спросим, кто вы. Винс, она ушла уже, давай-ка. Клод Рене Дюплантье Гидри. Но вы можете звать меня просто Гидри. Я в каком-то плане эксперт по паранормальным явлениям, и я стараюсь не упускать шанс и помогать тем, кто нуждается в моей помощи всю свою жизнь. Да и после смерти я занимаюсь поисками неизвестного. Если вам нужна помощь, обращайтесь.
Состояние дома с призраками со временем ухудшается. Вам предстоит держать его жуткость под контролем, проводите церемонии за столом для спиритического сеанса, чтобы удовлетворить потусторонние силы в доме, и задабривайте духов, которые вам встретятся. Если вы не знаете, в каком состоянии находится дом, попробуйте провести сеанс и узнать о спиритической враждебности. Смотри-ка, как интересно. А вот Вин спросил по поводу того, что он увидел кого-то жуткого. И Гидри говорит, мы с ней давно знакомы, и наши отношения непростые, но она точно не из хороших. Попробуйте установить идола на полу, она их ненавидит, но и они ее тоже ненавидят. Если идол не сработает, воспользуйтесь своим навыком ясновидения, чтобы призвать Скелехильду. Она владеет черным поясом в спиритических боевых искусствах и с удовольствием поможет. Смотри-ка, Гидри дал идола нам. Как же все сложно в этом доме. Необычный идол. Давай поставим его вот здесь вот у нас. Надо его, наверное, еще активировать как-то, да? Продать коллекционеру диковинок. Вот Катрина постоянно тоже на чердаке ошивается. Что она здесь делает? Вот что-то она не то тут затевает. Явно какие-то она промышляет темные делишки, мне кажется. Мне тоже так кажется. Вот действительно, что она тут вот все время? Все, что ли? Винс хотел пойти посмотреть, как там дела у крысы. У него какая-то навязчивая мысль, вот просто параноидальная. Ну слушай, раз наступает ночь, Винса все тут пугают призраки какие-то, он вот убегает, бегает туда-сюда. Смотри-ка, здесь лежит новый дневник, новая часть дневника. Хорошую ты подводку дал, но поскольку наступает ночь, поскольку только что, пора почитать ужасы очередные на ночь. Давай бояться еще больше. Ну давай. Ну что, начинаем читать. Итак, дневник Элизы Уизерби, часть 3. 10-й день весны 1890-го. Мы учимся и учимся. Леди Агнеса словно вообще не знает усталости. Вернувшись из комнаты наказаний, Мария будто бы стала другой. Ее лицо осунулось, кожа побледнела, а под глазами залегли глубокие тени. Она стала молчаливой и больше не знает радости. Святые угодники, мое сердце разрывается от печали. А вот леди Агнеса словно наоборот, наполнилась силами, наполнилась жизнью. После занятий Мария стала проводить время одна, но это при условии, если она не была наказана, потому что теперь леди Агнеса ссылает ее в комнату наказаний все чаще и чаще, а Мария безропотно повинуется. Мы с Евой заметили еще одну неприятную перемену в нашей подруге. Мария стала какой-то жестокой. Когда мы работали в саду, она выкопала из земли червей и разорвала их в мелкие клочья. Она злорадно улыбается, если видит мертвую птицу или крысу, попавшую в ловушку. А крыс в пансионе пруд-пруди, но это точно. 11-й день весны 1890 года. Я не знаю наверняка, но у меня нехорошее предчувствие. Сейчас ночь, Мария вновь в комнате наказаний, а я пишу эти строки в кровати. Что творится с Марией? Посещая чердак, она словно расстается со своей душой, а ее место занимает какая-то совершенно новая сущность. Но сущность эта не из нашего мира, а с иной, темной стороны. Не хочу ни о чем думать. Буду ложиться спать. Завтра долгий и трудный день. Постскриптум. Дорогой дневник, день действительно был трудным. Я как будто очутилась в кошмаре. Утром леди Агнеса объявила, что Марии больше нет. Меня душат слезы. Такое чувство, что есть стеклянная ваза, хрупкая, стоящая на краю полки. Днем были похороны, гробовщики закопали гроб, и я видела, как потом леди Агнеса дала им деньги за молчание. 13-й день весны 1890 года. Ночью что-то дернуло меня пойти в ванную. За окном черной рекой разлилась беспроглядная ночь. Где-то ухала сова, далеко-далеко выл одинокий койот, а старый дом поскрипывал от каждого дуновения ветерка. Я помыла руки и собралась уж было возвращаться назад, как дверь медленно отворилась, и там, в темноте коридора, я увидела мертвую Марию. Она стояла возле лестницы и недобро на меня смотрела. Я забыла, как дышать. Мои ноги словно потяжелели в 1000 раз, поэтому я никак не могла сдвинуться с места. Она развернулась и побежала, зовя меня с собой. Не понимая, что делаю, я бросилась за ней. Мария выбежала в ночь, а я следом. Ночь стояла тихая, страшная, жуткая ночь.
На полпути я заметила, что мы бежим к кладбищу, и сердце разом ухнуло вниз. Но вдруг я вознамерилась не поворачивать назад, а догнать беглянку и выяснить, что вынудило Марию вернуться с того света. Она подбежала к своей могиле и тут же исчезла. Я осталась совсем одна, на кладбище в окружении надгробий, утопающих во мраке. Как вдруг голос, леденящий душу голос, произнес: Ты следующий. и раздался он из-под земли. Бррр. Зачем мы это читаем? Да, на ночь глядя. Вот такая третья часть этого дневника. Бедная Анжела, она тоже тут всего боится. Ой, Посмотри. покажи ее лицо. Скорее, уже поздно. Она тоже в шоке. Давай у Гидри спросим еще что-нибудь. На самом деле много чего можно у него спросить. Вот, спросим, дайте совет, как здесь вообще жить. Ищите сокровища духов, покупайте предметы в магазине наград, ломайте кукол, и если вам захочется покричать, что есть мочи, кричите свое удовольствие. Трудности – часть любой жизни, их просто надо преодолеть. Какой Спасибо. мудрый совет. Мгм. Не то слово. Вот меня больше заинтересовало, что вот этой зеленой штучке можно предложить душу. Это что значит А я вообще? вот не знаю. Слушай, а тебе не хочется попробовать Вообще-то это очень сделать? хочется. Мне тоже. А мы можем чужую душу предложить ей? Винс пытается выйти с ним на связь. Давай посмотрим, что это будет. А вообще, по-хорошему, надо уже спать ложиться. Мне хочется предложить этому шарику душу Анжелы, например. Почему Анжела? Ну или Катрин, не знаю. Анжела хоть Ой, он работает. рассердился. Не получилось с ним выйти на связь. А, и ушла зато эта штучка. Да, пропал. А, ну и ладно. Ну что, пойдем тогда спать. Если Винсу вообще удастся здесь уснуть в этой обстановке. Ну, бодрость у него уже подкашивает, поэтому, наверное, все-таки надо. А что это за куклы там лежат? Их же не было. Где? Вот эти. Ой, да, их совершенно точно не было. А вот тот медведь. Однако. А вот тот медведь, он был? Он, это наверное, был. просто игрушка. Мгм. Все. Слушай, если так походить по дому, наверное, всякие куклы появляются еще где-то, и, наверное, еще есть какие-то объекты страшные. Ну да, ты помнишь вот эти руки Ой, вырастающие какие у него из земли? носочки с вишенками. С вишенками, да? Или что там вообще? Все, Винс, спокойной ночи. Да. Сладких снов. Ну что, время уже 10 утра. Винс прям выспался, наверное, очень хорошо. В принципе, ночь прошла спокойно. Тут вот эта вот красная женщина, дух, летала, конечно, все это время, но к Винсу в комнату она не заходила. Вот, наверное, надо было взять сюда тотем, который мы оставили внизу, да, в гостиной. Может быть, и куклы бы эти не появились. Ну да, кстати, надо будет перенести тогда этот тотем. Так что, в принципе, потребности у Винса более-менее удовлетворены, кроме питания. Сейчас он пойдет как раз перекусит. А еще мы обратили внимание на то, что Анжела, пока Винс спал, пошла и полила растения. Да, поработала немного в саду. Да, так что хочется сказать, что какая золотая девушка. Ходит на работу, кустики поливает. Ой, как-то это странно прозвучало в контексте кустики поливает. Ведь тут в Sims это можно делать по-другому. по-разному, да, делать. Можно кустик тут удобрить. Да. Я хотел сказать, что пошла и просто огород полила. Вот. Я это имел в виду. Но вообще, на самом деле, то, что она поливала огород, она отнимала у Винса возможность развить ему навык. Забираем свои слова обратно. Никакая Анжела не молодец. Тем более, она зарабатывает деньги, ходит на работу, а Пропала еда. счета-то оплачивать. Это все ложится на наши плечи. Конечно, все пропало, потому что нужно сюда лед добавлять. В холодильник? Да, Вот смотри, он как все работает. сложно. Ну что, сделаем тогда еще один салатик. Рассердился, что испортилась еда. А он очень напряженный. Слушай, он в таком напряжении даже ничего делать не может.
А, нет, может сейчас. Потому что вечером, ночью у него было прям вообще сильное напряжение, он Ну, даже там не мог вокруг поиграть. крысы бегали, призраки вот эти агрессивные летали. С шаром он поругался. А вот они Опять, вот ходят и опять он ходят. это делает. Он по-другому не может салат этот делать. А зато уже второй уровень в навыке кулинарии. Я бы ему дал минус второй уровень навыка кулинарии. С первого раза он ничего не понял. Все равно надо поковыряться в ухе, а потом перемешать салаты. Ну, как-то... А куда она отнесла нашу тарелку? Вот, конечно, не очень бы хотелось, чтобы они их мыли. Нет, она ее просто сюда Вот, смотри. А, она тут Катрина складирует, да? складирует все на унитазе. Дом, конечно, огромный. Вот пока туда-сюда тут походишь, вот уже и время. Почти 3 часа. Знаешь, о чем я подумал? Что в своих самых страстных желаниях надо быть очень осторожным, потому что они могут обернуться самым драматичным образом. Вот мечтал Винс о таком большом, роскошном доме. Буквально о поместье. Живя на съемных квартирах. И в итоге вот приобрел очень за доступную цену такой дом. И что теперь? Мусор, призраки, соседи, Крысы эти безумные. Да. Винс все хочет ходить и смотреть, что же там крыса делает. Ой, а Катрина у нас решила здесь вообще ванну помыть. Что это с тобой, Катрина? А сегодня опять очень мрачная погода. Посмотри. Ну Опять да, хмуро. ну да, не так солнечно. Так, кормим наших клубков пыли. Они когда-нибудь придут в хорошее расположение духа, в конце Я концов? полагаю, что нет, потому что они живут на улице, и мне кажется, им нужен какой-то свой домик, чтобы им было уютно. Какие-нибудь вот эти вот лежаночки. Ну, давай тогда хотя бы одного призрака переместим в нашу комнату. Вот. Ой, как красиво. Но все равно уровень счастья слишком низкий. Посмотрим. Хотя бы с одним клубком давай поэкспериментируем. Найдет он нам что-нибудь? Ну, давай-ка попробуй. Надо выяснить, какой клубок. Возвращается ни с чем. Понятно. Значит, Ну ты вот. так и будешь сидеть на улице. А Так. вот деревья какие у нас выросли, ты посмотри. Да, собираем весь урожай. У нас тем более уже урожай везде созрел. Итак, мы зашли в наш багаж, но у нас тут, конечно, вообще просто помойка такая. Мы решили продать те предметы, которые мы можем продать. По условию челленджа мы не продаем предметы, которые Винс складывал в этот багаж семьи, когда расчищал дом. Их нужно переработать в утилизаторе. Да. А вот наши растения продать мы, в принципе, можем. Ну, и я надеюсь, что сейчас Винс Ух ты, получит... смотри, 2300. Да. Неплохо. Хоть какой-то хороший доход. 2300 еще. 2300. Слушай, ну вообще, отлично. Ну и 375, так. Так себе. И 600. Ну, в целом, мы неплохо заработали. Да, смотри, Сколько вот у нас 1012 было, по-моему. Что-то вроде типа бы да. того. Зеркало Винс сделал на столярном столе, тоже его продаем. Вот эти вот 2 садовых клумбы, можно тоже их продать. Ладно. Но все равно, смотри, 18 тысяч уже есть. Интересно, когда нам налоги придут и сколько их будет? Я надеюсь, что не так много. Винс позанимался садоводством, и у него уже почти 4-й уровень на этого навыка. Слушай, ну сколько бы он ни занимался садоводством, все равно здесь, на заднем дворе, господствует хаос. Просто невероятного масштаба. Ужасно, да? М. Вот, уровень наконец-то повышен. Ну, за мусорным растением, наверное, тоже надо ухаживать. Конечно, нужно. Ну что, поделаем что-нибудь на столярном верстаке? Да, кстати, я обратил внимание, что Анжела любит уставиться в какую-то одну точку и просто стоять и смотреть. Вот сейчас она смотрела на пустой мольберт, а до этого ты не обращал внимания, она просто смотрела в стену. Нет, я не видел. Был какой-то тут момент.
И уже 4-й уровень в навыке механики. Это победа. А Винсу надо достичь 10-го уровня в навыке механики, чтобы по нашему челленджу он смог подключить, вроде бы воду провести, совершенно точно. Да. 4-й. Это провал. А что он у нас сейчас смастерил? Зеркало. Он сделал зеркало. Какого качества? Хорошего ли? Ну, наверняка он уже умеет делать хорошие предметы. Так, а теперь мы начинаем развивать логику, чтобы расчищать дальше коридоры, кабинеты и так далее. И уже 3-й уровень в навыке логики. Отлично же. Ну, какие-никакие, ну да, результаты. Пожалуй, неплохо. Результаты есть. Ну что, Винс, давай перекусим, и пора уже ложиться спать. Слушай, посмотри-ка, уже воскресенье, а это у нас какой-то синий дух здесь летает. До этого летали зеленые, а синий что Да, означает? новый какой-то. А смотри, у него выражение лица другое немножко. Он, наверное, какой-то грустный. Те такие зеленые, наверное, счастливые летали, а этот какой-то грустный прям очень. Я что хотел сказать, сегодня воскресенье. Сегодня ровно неделя, как Винс живет в этом жутком доме. Ты представляешь? За недельку тут уже произошло столько всего, что, мне кажется, уже можно принимать решение сдавать дом в аренду и переезжать снова на съемную квартиру. Ну нет, за неделю тут произошло столько всего, что Винс, наверное, уже привык к этому и решил, наверное, в доме все-таки остаться. Так сказать, отступаться с дороги уже поздно. Кстати, а нам не надо пополнить уровень льда в холодильнике? Салатик-то испортится. Винс ложится спать. Но ничего, приготовит еще, ему нужно развивать навык кулинарии. Да, во всем есть свои преимущества. Ну что ж, спокойной ночи. Спокойной ночи тебе, Винс. И пусть она действительно будет спокойной. Ну, надеюсь.